Приветствую, друзья! Вы на канале «Горизонт событий». В сегодняшнем выпуске. Тропический циклон Майла 5-й категории обрушился на Папуа-Новую Гвинею. Масштабные паводки в канадской провинции Онтарио. Крушение грузового поезда в Нью-Джерси. Экстремальные осадки в Италии и многое другое. Мощный тропический циклон Майла, достигший экстремальной 5-й категории по шкале интенсивности, обрушился на восточные районы Папуа-Новой Гвинеи, оставив после себя масштабные разрушения и человеческие жертвы. Подтверждена гибель по меньшей мере 25 человек. Основной удар стихии пришелся на автономный регион Бугенвиль, где в результате оползней и наводнений погибли 11 жителей. Еще 12 человек стали жертвами серии оползней в провинции Восточная Новая Британия, а двое погибли в провинции Милн-Бэй. Стихия принесла с собой шквалистый ветер с порывами до 295 км в час и аномально высокие волны, превышающие 11 метров, что привело к затоплению прибрежных деревень и разрушению ключевой инфраструктуры. В центральной части Бугенвиля проливные дожди спровоцировали сход массивного оползня в деревне Осика, уничтожившего жилые дома. Среди погибших числятся 4 детей. На островах Вудларк и Буди-Буди разрушены продовольственные сады, от которых напрямую зависит выживание местных общин, а новые объекты инфраструктуры превратились в непроходимые водные пути, фактически изолировав население от внешнего мира. Власти страны заявили о мобилизации экстренной помощи, включая поставки продовольствия, чистой воды и медикаментов. Однако установление связи с отдаленными общинами остается крайне сложной задачей из-за сохраняющихся неблагоприятных погодных условий. Для оценки ущерба и доставки гуманитарных грузов задействована авиация сил обороны Папуа-Новой Гвинеи при поддержке королевских ВВС Австралии, которая уже выделила $2,5 миллиона австралийских долларов на ликвидацию последствий бедствия. В пострадавших восточных районах страны продолжаются спасательные работы и оценка масштабов гуманитарной катастрофы. В городе Норт-Берген в штате Нью-Джерси грузовой поезд компании CSX сошел с рельсов в районе Тоннель-авеню. По данным официальных лиц, с путей сошли 13 вагонов, при этом 7 из них завалились на бок. Первоначально инцидент вызвал серьезную обеспокоенность, так как из одной поврежденной цистерны произошла утечка этилацетата, легко воспламеняющегося промышленного растворителя, используемого в производстве красок и жидкостей для снятия лака. На место инцидента были направлены специализированные группы по работе с опасными материалами из Джерси-Сити, которые, используя большие объемы воды, разбавили химикат для снижения риска возгорания. Несмотря на серьезность инцидента, власти Норт-Бергена сообщили, что в результате аварии никто не пострадал. Позднее представители CSX уточнили, что в других опрокинувшихся вагонах находились полиэтилен, пропилен и гексальдегид, однако их герметичность не была нарушена. На станции Сулак-Высокогорная был подан сигнал бедствия. Район накрыл сильный снегопад, и сотрудник станции оказался фактически заблокирован. Для эвакуации направили вертолет, однако посадка не состоялась. Воздушное судно не смогло приземлиться из-за сильного ветра. Спасатели спустили продукты, топливо и теплую одежду. Эвакуация продолжится при улучшении погодных условий. Метеостанция расположена в Цумадинском районе на склоне горы Адалла-Шухгельмейр на высоте 2927 метров. Ближайший населенный пункт находится примерно в 7 километрах. Сулак считается одной из самых труднодоступных и высоких метеостанций не только в России, но и в Европе. В австралийском городе Джелонг в штате Виктория возгорание на нефтеперерабатывающем заводе компании Viva Energy в районе Корио. Инцидент начался в среду, около 23:00 по местному времени, когда серию мощных взрывов сменило интенсивное горение. Огонь вспыхнул в установке по производству автомобильного бензина из-за утечки углеводородов. Пламя, охватившее технологическую зону, было локализовано в пределах площадки, однако пожар не был взят под контроль.
Власти выпустили предупреждение для жителей 12 пригородов Джелонга. Людям было настоятельно рекомендовано укрыться в помещениях, плотно закрыть окна и двери, а также отключить системы вентиляции и кондиционирования из-за густого черного дыма, распространяющегося на жилые массивы. Согласно официальным заявлениям, весь персонал завода был своевременно эвакуирован. Сообщений о пострадавших на данный момент не поступало. Предприятие в Корио является одним из двух последних действующих НПЗ в Австралии, обеспечивая более 50% потребностей штата Виктория и около 10% общенационального спроса на топливо. Мощность завода составляет 120 тысяч баррелей нефти в сутки. Хотя руководство Viva Energy заявило об отсутствии влияния на поставки топлива, эксперты и сотрудники завода опасаются, что из-за повреждений критически важной установки производство бензина может быть приостановлено на несколько недель, что создаст дополнительную нагрузку на энергетический сектор страны на фоне текущей нестабильности на мировых рынках. В селе Нижние Убикимахи Левашинского района Дагестана зафиксирован сход масштабного оползня, протяженность которого составила около 1,5 километров. Огромные массы грунта вперемешку со скальной породой пришли в движение и частично обрушились в русло местной реки. По предварительным оценкам специалистов, основной причиной природного явления стали аномально затяжные ливневые дожди, которые практически не прекращались в регионе с конца марта и перенасытили почву влагой. В связи с возникшей угрозой на территории района официально введен режим повышенной готовности. В зоне непосредственного риска оказались 7 жилых домов, расположенных в опасной близости к линии разлома. В селе никто не пострадал, но есть угроза подтопления соседних сел. Уругвайский город Долорес в департаменте Сарьяна стал эпицентром одной из самых разрушительных метеорологических катастроф в истории страны. Мощный торнадо, которому впоследствии была присвоена категория EF4 по улучшенной шкале Фуджиты, обрушился на населенный пункт в послеобеденное время. За 12 минут стихия прошла через весь город, уничтожив 2/3 его застройки и нанеся ущерб более чем 1640 объектам недвижимости. Вихрь, ширина воронки которого достигала 400-500 метров, сопровождался ветрами со скоростью до 322-330 км в час. Торнадо с легкостью поднимал в воздух автомобили, с корнем вырывал деревья и превращал листы кровельного железа в смертоносные снаряды. В центральной части города пострадало 163 предприятия в 67 кварталах, при этом почти половина коммерческих зданий была полностью разрушена. Одной из наиболее заметных потерь стала Вальденская евангелическая церковь в Сан-Сальвадоре, которую вихрь буквально разнес на куски. Трагедия унесла жизни 5 человек, еще более 200-250 жителей получили ранения различной степени тяжести. Власти и метеорологи подчеркивали, что город оказался совершенно не готов к такому экстремальному явлению, ставшему для Уругвая беспрецедентным по силе. Общий материальный ущерб оценивается минимум в $25 миллионов, а восстановление инфраструктуры и психологическая реабилитация пострадавших займут длительное время. На Италию обрушился мощный средиземноморский циклон, принесший экстремальные осадки и ставший причиной масштабных подтоплений и локальных оползней в центральных и южных регионах страны. Департамент гражданской защиты Италии объявил наивысший красный уровень метеорологической опасности для регионов Абруццо, Молизе и Апулия, в то время как еще в 8 областях действовало желтое предупреждение. Основной удар стихии пришелся на юго-восточную часть страны. В Апулии штормовой ветер привел к гибели 2 человек в провинциях Барлетто-Андриа-Трани и Таранто из-за падения деревьев и столбов. В Баре пришлось эвакуировать университетский кампус, а авиа- и железнодорожное сообщение было парализовано. В регионе Молизе интенсивные ливни вызвали резкий подъем уровня рек, что привело к обрушению моста на важной магистрали Адриатика и активизации опасных оползневых процессов. Особо сложная ситуация сложилась в коммуне Сальчито, где оползень повредил жилые дома и заставил власти провести экстренную эвакуацию жителей. Циклонический вихрь, заблокированный над Центральным Средиземноморьем, спровоцировал так называемые внезапные паводки и в более южных районах, на Сицилии и в Калабрии.
Итальянские метеорологи подчеркнули аномальный характер шторма. В отдельных районах провинции Фоджа объем выпавших за несколько часов осадков стал рекордным с 1939 года. К 16 апреля циклон начал постепенно ослабевать, смещаясь к северо-востоку. Однако экстренные службы продолжают работу по ликвидации последствий. Правительство Италии рассматривает вопрос о выделении дополнительных средств на восстановление поврежденной инфраструктуры и помощь пострадавшим аграрным предприятиям. В селе Уркарах Дахадаевского района Дагестана введено состояние чрезвычайной ситуации из-за масштабного оползня, который продолжает разрушать населенный пункт. Стихийное бедствие, вызванное обильными осадками и переувлажнением почвы, затронуло историческую и наиболее значимую часть села. По официальным данным, повреждены 11 жилых домов, один из которых полностью обрушился. В настоящее время под угрозой уничтожения находятся еще около 70 домов, в которых зафиксированы глубокие трещины. Из опасной зоны эвакуированы жители 60 домохозяйств. Большинство переселились к родственникам, остальные размещены в здании местного интерната. Помимо Уркараха, оползневые процессы активизировались в селе Кубачи и Кулинском районе, где повреждены десятки зданий и объекты инфраструктуры. Специалисты связывают возникшую ситуацию с аномальным паводковым сезоном 2026 года, ставшим одним из самых разрушительных в регионе за столетие. В республике к ликвидации последствий привлечены тысячи специалистов и сотни единиц техники. Город Норт-Бэй в канадской провинции Онтарио столкнулся с масштабным весенним паводком, вызванным сочетанием интенсивных ливней, таяния снегов и промерзшей почвы, которая не могла впитывать влагу. Уровень воды в ручье Чиппева-Крик достиг своего исторического максимума, что позволило властям охарактеризовать произошедшее как «шторм столетия». Сильнейшие осадки в объеме от 15 до 30 мм за короткий период привели к тому, что городская ливневая канализация оказалась перегружена, вызвав локальные наводнения в нескольких районах. Из-за выхода Чиппева-Крика из берегов были затоплены и закрыты для движения такие крупные магистрали, как Фишер-стрит и Мемориал-драйв. Вода стремительно заполняла подвалы жилых домов и парковки, в том числе территорию местного магазина Walmart. Критическая ситуация сложилась на очистных сооружениях города. Из-за избыточного объема воды очистная станция для защиты технологического оборудования перешла к сброшу частично очищенных сточных вод непосредственно в озеро Ниписинг. Несмотря на то, что вода начала отступать, полиция Норт-Бэя призвала жителей проявлять крайнюю осторожность и избегать приближения к берегам водоемов из-за сильных течений и нестабильности грунта. Масштабные наводнения обрушились на провинцию Хаутат-Бани-Тамим и другие южные районы региона Эр-Рияд, превратив засушливые долины в бурлящие потоки. Согласно данным Национального центра метеорологии, экстремальные осадки вызваны мощным грозовым фронтом, который принес с собой крупный град и шквалистый ветер со скоростью более 60 км в час. Основной удар стихии пришелся на Хаутат-Бани-Тамим, а также соседние районы Эль-Харик, Эль-Афладж и Эль-Хардж. В этих муниципалитетах зафиксированы подтопления жилых кварталов и размытие участков дорог. Из-за резкого подъема уровня воды в пересыхающих руслах рек движение по ключевым магистралям, связывающим юг региона со столицей, было временно парализовано. Гражданская оборона зафиксировала случаи блокировки автомобилей в паводковых водах. В связи с опасными метеоусловиями Министерство образования распорядилось перевести учебные заведения в пострадавших районах на дистанционный формат обучения для безопасности студентов и персонала. Метеорологи предупреждают, что неустойчивая погода с риском внезапных паводков сохранится в центральных и восточных провинциях королевства до конца текущей недели. Аварийные службы переведены в режим повышенной готовности для ликвидации последствий стихии и оказания помощи населению в затопленных районах. В среду южный израильский город Нетивот оккупировали десятки тысяч пчел, заполонив городские улицы и общественные пространства.
Основное скопление наблюдалось вблизи крупного торгового центра и на прилегающей к нему коммерческой зоне, где огромные рои насекомых облепили фасады зданий, витрины магазинов и припаркованные автомобили. Плотные облака из насекомых на время даже заслонили небо, создавая пугающую атмосферу и наполняя воздух непрерывным гулом тысяч крыльев. Ситуация вызвала серьезную обеспокоенность среди местных жителей, которые оказались заблокированы внутри зданий. Помимо коммерческого сектора, сообщения о скоплениях пчел поступали и из жилых кварталов Нитивота, где насекомые выбирали местом отдыха балконы многоквартирных домов и частные территории. Специалисты отмечают, что подобное поведение характерно для сезона роения, когда пчелиные семьи делятся и ищут места для новых гнезд. Тем не менее, масштабы инцидента в Нитивоте называют аномальными. Штат Висконсин оказался в эпицентре мощного погодного катаклизма, вызванного серией разрушительных суперячеек и проливных дождей. Губернатор Тони Эверс ввел режим чрезвычайного положения на всей территории штата после того, как несколько волн штормов принесли с собой торнадо, град размером с теннисный мяч и рекордное количество осадков. В Грин-Бэй был побит исторический рекорд осадков для апреля, державшийся 97 лет. За несколько дней выпало от 50 до 125 мм осадков на уже переувлажненную почву. Экстремальные ливни привели к катастрофическим наводнениям. Уровень воды в реках Висконсин, Вулф, Йеллоу и Милуоки поднялся до критических отметок, что заставило власти начать массовую эвакуацию населения. Наиболее сложная ситуация сложилась в округе Вапака, где возникла угроза прорыва плотины Биг Фоллс на реке Литл Вулф. Жители прилегающих населенных пунктов, включая Шиоктон, Нью-Лондон и Фримонт, экстренно вывозили из зон возможного затопления. В Милуоки и его пригородах внезапные паводки затопили автомагистрали, в частности трассу I-43, заблокировав десятки автомобилей и оставив тысячи домов без электроэнергии. Помимо наводнений, штат пострадал от серии торнадо. Национальная метеосистема подтвердила прохождение нескольких вихрей, включая торнадо категории EF3 в районе Юнион-Центр, который нанес значительный ущерб фермерским постройкам и жилым домам, а также торнадо EF2 в Сассексе, сорвавший крыши со зданий. На утро 16 апреля многие дороги в северной и центральной частях штата остаются закрытыми из-за размывов, спасательные службы продолжают работу, ожидая продолжения осадков и медленного спада уровня воды в реках. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.